Приветствую всех на своем канале. И хочу сегодня показать свою новинку, уцененную. Покупала Dendrobium nobile белого цвета. Покупалась она без цветочка, она не цвела. Вот такой красивый, длинный очень куст был. Из одного ствола он был. И также вот такие вот обрезанные пенечки. Не было на нем цветов, и по оценке я решила его приобрести. Опыта у меня выращивания дендробиумов не было, поэтому решила попробовать и испытать свои силы. И, на мое удивление, прошла буквально неделя-две, и она у меня распустилась, раскрыла цветы. Поначалу я думала, это все-таки будет идти новый рост. Вот он тоже вырос в моих условиях уже. Уже вот такой вот длинный. И тоже думала, что будет у него новая детка идти. Но оказалось нет. Оказалось, это цветонос. И какой-то интересный, мне кажется, там даже идет с цветоноса будет идти детка, так как просматривается бутон еще третий, а за ним листики. Вообще он пока еще корявый, один не распустился еще пока. Вот этот. Он пока еще не до конца распустился. У нас сейчас июль месяц. Погода стоит у нас дождливая. У нас целый июнь шли дожди, и было довольно прохладно. 20 градусов. По ночам было, даже опускалось до 10 градусов. Я его поставила на окне, которое выходит на южный балкон. Но балкон всегда притеняется. Прямые солнечные лучи на него не попадали. Но так как был открыт балкон иногда, на него попадала и влага от дождей с улицы. И также прохлада попадала ночью. И вот, возможно, это и было толчком для цветения. Ну и, конечно же, возможно, ему понравились мои условия. Я его, во-первых, пересадила. Вот такой вот у меня горшок. Он, конечно, не предназначен для орхидей. Он был предназначен для обычных комнатных цветов. Но я его приспособила для дендробиума. Сделала отверстия дополнительные. Корней было у него много и хорошие были. Процесс пересадки я уже не стала показывать. Решила показать результат и вообще не знала, получится ли у меня вырастить его и довести до цветения. Конечно же, он цвести должен с каждого пазуха по всей длине. Ну, так как это первое его цветение в моих условиях, возможно, когда я организую ему правильный отдых зимний, он хорошо отдохнет, может быть, тогда он у меня зацветет намного пышнее. Так вот, вернусь по поводу горшка. Вот такой горшок. На дно горшка я положила битый красный кирпич и перемешала, так как все дендробиумы магазинные шли в основном в торфе и мелкая измельченная стружка кокосовая. Поэтому и мне кажется, как раз вот им и нравится такой субстрат. Но я еще добавила туда коры, измельченной коры.
не крупные. То есть вот такой вот влагоемкий субстрат получился у меня. Также, так как он был очень длинный, он гнулся, и мне пришлось приспособить, мало того, что его подвязать к опоре, к обычной палочке, а также сделать вот такой вот из проволоки толстой вот такую вот опору. Чтобы он опирался и не падал, не заваливался. То есть у него есть хорошая опора. Не обошлось и без вредителей. Я думаю, вы знаете, что уцененные орхидеи обычно продают или с болезнями, или с вредителями, или с загнивающими корнями. В моем случае на дендробиуме была щитовка и мучнистый червец. Как я обнаружила? Собственно, очень даже легко. В пазухах листьев было видно белый пушочек, как белый пух, будто вата. Это и был мучнистый червец. А также щитовка. Щитовку также обращайте внимание на ствол дендробиума. Обычно и под листьями. Обычно они прячутся тут. И вот видите, это остатки от их жизнедеятельности. Липкие пятна. Вот. Обязательно внимательно осматривайте уцененные орхидеи. На них это очень частое явление происходит. Поэтому нужно обязательно лечить. Я обрабатывала специальным препаратом и по листу. Обязательно с этой стороны нужно, с изнанки, обрабатывать. В пазухе опрыскивать. А еще добавляла при поливе именно в порошке, в воду от вредителей. Очень внимательно нужно осматривать. Они прячутся именно здесь, на внутренней стороне листа. Как я поливаю его? Смотрю на верхний слой субстрата. Если он влажный, значит не поливаю, не опрыскиваю. И так как у меня горшок с автополивом, вот в эту крышечку я добавляю воды. Это создает дополнительную влажность. Так как в июне у нас было много дождей, я ее практически не поливала, а только добавляла сюда воды. Когда начнется жара и будет очень быстро высыхать верхний слой, тогда я буду поливать методом замачивания, как и все остальные орхидеи. Пока ничем еще не подкармливала, так как орхидея у меня совсем недавно и только посажена. Я думаю, что в удобрениях она не нуждается. И зацвела, кстати, она без удобрений. Я не ожидала вообще, что она расцветет. По поводу аромата цветков. Так как сейчас она цветет всего лишь, у нее 2 цветка, и то не до конца распустились, аромат очень еле уловимый. И для меня он рисковатый и напоминает женский дезодорант.
Ну, это мое восприятие. Для кого-то, возможно, он будет совсем по-другому пахнуть. Для меня он приятно пахнет. Не могу сказать, что вонючий. Нет, довольно-таки цветочный аромат. Но когда их будет очень много, скорее всего, аромат будет ощущаться на всю комнату и будет очень даже резкий. По оценке, кстати, я купила не только один дендробиум нобели белого цвета, но еще приобрела еще пару штук. Их я покажу обязательно в следующих своих видео. Они уже тоже пересажены. Также на них были вредители, также я их обрабатывала. Содержатся они у меня немножко в других условиях, стоят на других подоконниках. В следующих видео я их покажу и расскажу за них, где у меня они стоят, как я их пересадила и как они двинулись в рост. В принципе, все уцененные дендробиумы, которые я приобрела, чувствуют себя хорошо. Но зацвел только один этот. И вот как он выглядит в общем ракурсе и какой он длинный. Такие длинные нужно обязательно подвязывать, так как его все время клонился в бок, и я всегда переживала, что он может завалиться. Сам горшок он, конечно, не завалит, так как он большой, и корневая у него была хорошая. Но он мог бы сломаться, и он был согнутый в этом месте, был согнут. Сейчас он уже немного даже выровнялся, и я его подвязала здесь наверху. Дендробиум мне понравился. Не знаю, насколько он сложен в уходе, но я надеюсь, если не подружусь. И дендробиумы это холодного содержания, а у меня есть как раз все условия для того, чтобы ему организовать холодную зимовку. Его нужно обязательно организовывать прохладную зимовку и сушить. В это время не поливать. Он должен стоять сухим в прохладе. У меня такие условия есть. Поэтому я надеюсь, в следующий раз, когда он у меня уже перезимует, весной, надеюсь, он зацветет, и тогда обязательно его покажу, сниму и расскажу, как он прошел зимовку. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. Никого не проигнорирую. Всем пока!